Любая война когда-то заканчивается, но не для всех, потому что если ты прошел через ад, ты этот ад домой с собой и приносишь. Мы часто говорим о фронте, о тех, кто погиб, о тех, кто вернулся с ранением, но гораздо реже о тех, кто вернулся без единой царапины. Без царапины снаружи, а внутри каша, тревога, флешбеки, бессонница, паника на звуки фейерверка. Это ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство. Вот он, герой. Только теперь он не штурмует врага. Он штурмует холодильник в 2 часа ночи, не спит неделями и злится на родных. Потому что не может объяснить, что с ним происходит. И никто не может. Сегодня мы поговорим о тех, кто выжил. И теперь пытается выжить еще раз. Вы на канале «Утилизатор реальности». Сегодня поговорим о том, о чем мне, честно говоря, не очень хочется говорить. А у вас наверняка очень скоро пропадет желание слушать. Но, хотим мы этого или нет, бывают ситуации, когда нужно исходить не из понятий «хочу», «не хочу», а из понятия «надо». А иначе пи***ец. Ладно, начинаем. Хотя, похоже, я не самый лучший психолог, раз сразу с пиздца начал. Дальше обо всем по порядку. О ПТСР у военных. Как с этим борются в мире? Что делают США, Израиль, Канада, Британия? Что делает или не делает Россия? И главное, что должна сделать Украина, если мы действительно хотим стать зрелым обществом, а не страной сломанных героев. ПТСР – это не слабаки и не психи. Это норма после ада. ПТСР – это не про сопли. Это не про «ну ты же мужик, соберись». Это про то, что ты 300 дней подряд просыпался под взрывы, видел, как твои побратимы превращаются в мясо, и каждую секунду думал, что вот сейчас твоя очередь. А потом бах, и ты дома. Без оружия, без приказа, без смысла. И мозг такой: что за хуй вообще происходит? По официальной медицине ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, это когда психика просто не успела адаптироваться к миру без угроз. Симптомы? Да блять, пачками, флешбеки. Воспоминания, будто это происходит снова. Панические атаки, бессонница, раздражительность, агрессия, эмоциональная тупость. Ты как бы живой, но тебе на все похуй. США, Вьетнам. После Вьетнама ПТСР стал чуть ли не словом года. До 30% американских ветеранов этой войны в какой-то момент жизни им страдали. Вьетнамский синдром, так и называли это явление. Местами по городам ходили сломанные мужики с фляжкой и взглядом, как у хищника перед прыжком. Ирак, Афганистан. Уже 21 век. Технологии, психология, соцподдержка – все вроде бы есть. А суициды у ветеранов по 20 человек в день. Ты только вдумайся. 20. Каждый день. Как будто война и не заканчивалась. Она просто сменила координаты. Теперь фронт в голове. Балканы. В Боснии после войны почти половина населения с симптомами ПТСР. А потом волна насилия, преступлений, самоубийств. Когда солдат не лечит, он либо уничтожает себя, либо начинает уничтожать других. И это не метафора. Израиль. Даже у них при всей системе, при ротациях, психологах и коротких боевых фазах тысячи солдат с невидимыми травмами. Но вот в чем разница. Там это называют ранение, а не «ты с катушек съехал». И лечат так же, как любую травму, серьезно, последовательно, с уважением. А не фразой «да забей, водки бахни». Итог простой. До каждого 3-го солдата может получить ПТСР. Это не исключение, это статистика. И если ты все еще думаешь, что ПТСР – это придумали, чтобы ныть, то, скорее всего, ты просто не был там, где была настоящая жопа. Пока одни страны делают вид, что настоящий воин должен сам справляться. Другие построили целые системы и спасают сотни тысяч жизней. Системы, в которых солдат не расходник, а человек. А ПТСР не стыд, а диагноз. Америка наступила на эти грабли еще после Вьетнама. Поломанных мужиков в лохмотьях хватало на целые районы. Когда дошло, что «ну он же вернулся», это вообще ни разу не хэппи-энд. Включили мозги. Результаты. V-Centers. Сотни центров по стране, где работают психотерапевты. Часто сами бывшие военные. Курс Battle Mind. Потом. Система комплексной устойчивости, законодательная база, признание ПТСР, выплаты, инвалидность, права, программы по образованию, реабилитации, трудоустройству, телемедицина, горячие линии, мобильные группы поддержки, Национальный центр ПТСР при Минветеранов и даже при этом 20 суицидов в день, потому что психика – это тонкий лед, даже когда на нем стоит армейский ботинок. Великобритания – здесь ставка на интеграцию с NHS, обычной системой здравоохранения.
Программа ТИЛС. Переход на гражданку сопровождают психотерапевты. Комбат стресс. Клиника только для ветеранов. Приоритетный доступ к медуслугам. Горячие линии. Дружественные к ветеранам кабинеты у терапевтов. А еще закон об Armed Forces Covenant. Обязательства государства перед теми, кто служил. Прописано четко. Ты отдал долг, тебе должны вернуть шанс на нормальную жизнь. Не скидкой на проезд, а полноценной реабилитацией. Израиль – постоянные конфликты. Армия – массовый боевой опыт. У каждого второго. И они прекрасно понимают, если не лечить ПТСР, лечить придется весь социум. Поэтому Бейт Халохим – реабилитационные центры для ветеранов. Министерство обороны признает ПТСР как военную инвалидность. Финансовая помощь, курсы, поддержка семьи, группы терапии, семейные программы. Да и вообще, у них армия и общество неразделимы. Там пацан с фронта не чувствует себя чужим. Он среди своих. Канада. Закон о федеральной стратегии ПТСР. Клиники оперативного стрессового ущерба. Поддержка близких. Телефон доверия. И главное, государство официально говорит: если ты получил травму, защищая нас, мы не позволим тебе бороться с ней в одиночку. Общий вывод. Все эти страны понимают простую вещь. Если ты не инвестируешь в психику своих военных, ты инвестируешь в будущую волну насилия, суицидов и социальной дичи. А теперь угадай, какая страна предпочитает водкой залить? Россия. Где психика бойца – это твоя личная проблема. Ну или проблема твоей жены или села. В цивилизованных странах солдат после войны – это человек с раной, которую надо лечить. В России – это герой. Пока не начнет ебать соседей. А потом просто неадекват. И все. Нет диагноза, нет проблемы официальной статистики ПТСР у мобиков, добровольцев, контрактников. Нет, у нас таких не бывает. Но реальность вылезла через щели, прямо в окна, иногда с гранатой. Бытовая война, 2023 год, резкий рост тяжких преступлений, пьяные поножовщины, убийства в семьях, стрельба, изнасилование. И в каждом третьем случае участник СВО, либо мобилизованный, либо вернувшийся вагнеровец, либо оба в одном лице. Примеры, пожалуйста. Боец отмечал возвращение. Выстрелил из ракетницы в клубе. Сгорело 13 человек. Контрактник вернулся, зарезал жену. Дети остались сиротами. Освобожденный вагнеровец изнасиловал школьниц через 3 дня после дембеля. Другой ветеран забил до смерти инвалида ДЦП. Просто не понравился. Лечим не людей, статистику. Когда дичь стала вылезать в новости, решили заняться проблемой. Создали фонд «Защитники Отечества». Вроде как для помощи ветеранам. Вот только возглавила его племянница Путина. А психологов там кот наплакал. На сайте ни слова о лечении. Максимум помогут заполнить бумажку или выпишут выплату. Лечить душу рублем – интересный подход. Неэффективный, но пафосный. Пока весь мир считает ПТСР проблемой, которую надо решать, Россия считает ПТСР чем-то, что надо не афишировать. Мол, не мешай победному нарративу своим треморам и депрессией. Итог. Десятки тысяч людей с травмой, без терапии, без поддержки, с оружием в голове, а иногда и в руках. Это даже не тикающая бомба. Это уже серия взрывов. Украина. У нас есть шанс не обосраться. Воспользуемся. Пока Россия глушит своих героев водкой и молчанием, у нас все еще есть возможность сделать по-другому. По-человечески. По-умному. Потому что настоящая победа – это не только вернуть землю. Это вернуть живых и целых людей домой. Настоящих. Не оболочки. Мы уже видим первые сигналы. На середину 2024 года почти 30 тысяч зафиксированных случаев ПТСР. А сколько тех, кто просто не пошел к врачу? Стыдно, неудобно. Или просто не знает куда. И это сейчас, пока война еще не закончилась. Что будет потом? Признать проблему официально. Не он что-то неадекватный стал, а у него посттравматическое стрессовое расстройство. Это лечится. Нужно убрать стигму, публичные кампании, лидеры мнений, реальные истории. Если боец не стесняется ранения в ноге, не должен стесняться ранения в психике. Создать инфраструктуру по типу американских ветцентров. Психологи, психиатры, группы поддержки, онлайн-консультации, все что угодно. Но системно. Сейчас есть волонтеры, фонды. Но все это хаотично и перегружено. Нужна сеть по всей стране, финансируемая государством. И желательно вчера. Закрепить права законодательно. Бесплатная психологическая помощь по умолчанию. ПТСР – официальное основание для получения льгот. Программы реабилитации, переквалификации, трудоустройства. Включение ПТСР в пакет помощи как бойцам, так и их семьям. Солдаты отдали свои нервы за страну, страна должна вернуть им нормальность.
Психологи при частях. Скрининг при ротации. Отпуск с разгрузкой. Не только на шашлык, а с психологом. Обучение командиров. Как замечать тревожные сигналы. Лучше поймать ПТСР на подступах, чем лечить, когда уже поехал. Обучение и обмен опытом. Нам не надо изобретать велосипед. Израиль, США, Британия – все это уже проходили. Можно взять лучшее. Программы, законы, обучение врачей. Запросить международную помощь. И главное, солдаты – это не только бронежилеты и автоматы, это еще и мозги, и нервы, и слезы, и страх, и выгорание. И если мы не хотим, чтобы послезавтра у нас был синдром Вьетнама по-украински, надо готовиться к послезавтра уже сегодня. Победить – это не только выжить, это потом не разрушится. Любая война заканчивается. Но если после нее страна не помогает своим ветеранам, это не победа, это отсроченное поражение. Мы не можем позволить себе повторить чужие ошибки. Нам нужно не просто вернуть бойцов домой, нам нужно вернуть их в жизни. Вы были на канале «Утилизатор реальности». Если ты сам прошел войну, напиши, сталкивался ли ты с такими симптомами. Если рядом с тобой друг, брат, отец, кто вернулся не тем, кем был до войны, расскажи, как вы справлялись. Если ты медик, психолог или просто неравнодушный, напиши, что может сделать государство, чтобы не проебать эту проблему. Очень вас прошу, подойдите к вопросу серьезно. Это важная тема, я уверен, и она в той или иной степени коснется каждого. Это видео не про политику. Поэтому предлагаю постараться в этот раз без стандартного срача.